29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с программным посланием, в котором объявил о формировании новой элиты страны. А отдельные персонажи, такие как Анастасия Ивлеева и Кристина Орбакайте, на глазах удивленной публики переобуваются прямо на бегу и спешат запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Причем они это делают так, что мало кто верит в их искренность. Обо всем этом и поговорим в сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео и быть в курсе всех обновлений. Итак, Путин тщательно распределил роли и обязанности в своем представлении о России будущего. В своей речи он начал с обсуждения международной обстановки и конфликта с соседней страной, затем перешел к более широким аспектам развития, включая улучшение качества жизни, социальное обеспечение и цифровую экономику. Путин подчеркнул, что ключевым в его видении будущей России является укрепление семейных ценностей и поддержка героев, которые сегодня рискуют своей жизнью. Он выразил уверенность в том, что именно такие люди станут новой элитой страны, отличающейся от тех, кто ранее стремился к славе и богатству, но не заботился о благополучии и безопасности нации. Путин также заявил, что настоящая элита – это те, кто служит России, подчеркнув важность патриотизма и служения обществу. В его представлении Россия будущего должна быть большой суверенной державой, где традиционные ценности играют ключевую роль, а семья и общество – это основные строительные блоки. В своем послании Путин также обсудил важные национальные проекты, включая длительная и активная жизнь, направленную на улучшение условий жизни для пожилых и инвалидов, а также экономику данных, призванную модернизировать экономику страны и увеличить ее цифровую трансформацию. В заключение Путин подчеркнул важность увеличения темпов роста и развития страны, а также необходимость поддержки и развития инновационных технологий и цифровой экономики. Он призвал к увеличению рождаемости и продлению программы материнского капитала, а также увеличению минимальной заработной платы до 35 тысяч рублей к 2030 году. После скандального инцидента стыдной вечеринки Анастасия Ивлеева, которая долгое время оставалась в неопределенности относительно своего будущего, решила высказать свою позицию по поводу участия в выборах и поддержки инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Она открыто заявила о своем участии в голосовании, подчеркнув искренний интерес к предложенным проектам и инициативам. Ивлеева отметила, что впервые за последние годы она уделила внимание посланию президента, пытаясь глубже понять множество вопросов, которые ранее ей казались незначительными. Она подчеркнула свою искреннюю поддержку предложенным инициативам и уверенность в том, что будет голосовать за них. Однако в интернете сразу же появились комментарии об искренности Ивлеевой, напоминающие о недоверии к раскаянию Филиппа Киркорова после его посещения Донбасса. Многие сомневались в искренности поста хозяйки вечеринки, подобно тому, как ранее не было веры в искренность раскаяния Филиппа Киркорова. Это указывает на то, что все эти люди, вероятно, страшно боятся быть отмененными. Ведь каждый из них понимает, что вне России они никто. Телеведущая и певица Ольга Бузова назвала ненормальным тот факт, что блогер Анастасия Ивлеева впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в свои 32 года. Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня, высказалась Бузова. После заявления Ивлеевой продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал, что блогер является увлеченным человеком. И если она заинтересовалась политическими темами, то дело может дойти до госслужбы, отметил он. Так что не равен час, увидим Настюшку опасность в депутатах. Но еще более интересной является трансформация Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. Если Ивлеева и ее окружение даже рассматривали возможность поездки в Донбасс, то Орбакайте вовсе отказывалась обсуждать темы, связанные с Россией. И вдруг она заявила о готовности посетить раненых в больницах и даже передать им билеты на свой концерт в Петербурге. Эта позиция особенно выделяется на фоне действий матери певицы Аллы Пугачевой, которая также долго молчала, но в конце концов начала публично критиковать всю страну, при этом из Израиля.
Однако визиты в Россию примадонна не прекратила, а недавно даже решила выпустить новый альбом, запись последнего концерта в Кремле, состоявшегося в 2019 году. В то время как некоторые испуганные патриоты стремятся вернуться в Россию, многие из них уже подвергаются суровой каре в России. Похоже, что проблемы с испуганными патриотами в России уже давно решены, поскольку они все уехали в разные страны и не планируют возвращаться. Однако так кажется только на первый взгляд. Недавно стало известно, что Чулпан Хаматова, известная актриса, которая переехала в Латвию 2 года назад, решила вернуться в Россию. Она активно изучала местный язык и старалась адаптироваться к новому окружению, пытаясь найти свое место в недружественной Прибалтийской республике. Однако, несмотря на усилия, она не смогла завоевать признание в западных фильмах или в латвийском театре. Вместо этого она приняла участие в новом русском фильме «Праведник». Слухи о возвращении Хаматовой в Россию появились в интернете, и ее могут пригласить на церемонию вручения Отечественной премии Ника. Но пока это всего лишь слухи. Испуганный патриот Иван Ургант, известный телеведущий, осторожно высказываясь о текущих событиях в своих соцсетях, вдруг демонстрирует свою любовь к стране. По сообщениям в изданиях и его собственных публикаций в социальных сетях, Ургант периодически приезжает в Россию, а на совместном концерте с другим испуганным патриотом Владимиром Познером он заявил о своей любви к России и о намерении вернуться. В прошлом Ургант был одним из самых популярных телеведущих в России, его ежедневные шоу были среди самых рейтинговых вечеров на телевидении. Это приносило ему значительные доходы, и теперь, находясь за границей, он, безусловно, стремится вернуться на родину. Он часто ностальгирует по временам, когда работал в Москве, и о том, как его шоу привлекали самых известных гостей. В России некоторые звезды шоу-бизнеса считают, что Ургант еще не потерял все шансы на прощение. Например, известная телеведущая Тута Ларсен предполагает, что Ургант может получить прощение подобно Киркорову или Билану, если он посетит Донбасс. Таким образом, на фоне зачастивших в зону конфликта звезд сомнительной гражданской позиции, сценарий, в котором Ургант посещает госпиталь, поет и собирает деньги на дроны, выглядит очень вероятным. На фоне этих обстоятельств Ургант может рассчитывать на прощение со стороны российской аудитории. Отметим, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно обозначил четкую позицию по отношению к испуганным патриотам. Он указал, что покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, надумав вернуться на родину, будут отвечать по закону. Речь о тех, кто занимался дискредитацией России из-за границы. Коснется ли это Урганта, сложно сказать, так как он один из самых осторожных испуганных патриотов. А вот к Чулпан Хаматовой это может иметь прямое отношение, ведь она не раз поливала грязью Россию после побега. При этом недавно она, как и Ургант, говорила о возвращении в Россию. В интервью латвийскому радио актриса выразила уверенность, что ее простят, если она встанет на колени и покается. На этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!